Последнее время очень много вопросов от женщин, чем можно заниматься женщинам в Египте. Многие, кто сюда приезжает в Египет, конечно, влюбляются в эту страну. Им нравится море, им нравится пляж, им нравится гулять по городу. Но время проходит, и уже хочется чем-то заняться, хочется придумать себе какое-то занятие или найти какую-то работу. Кому-то нужен заработок, потому что долго не протянешь ты на своих сбережениях. И люди начинают присматриваться, какую работу им найти. Ну, поскольку это туристическое место, то, конечно, большинство здесь отелей, туристических компаний, они набирают не только местных, но и иностранцев, как персонал. Например, Gastrolation в том же отеле часто иностранка, которая говорит со своими гостями на их языке. Это или русская, или немка, или из Чехословакии, ну, полька. Им очень нравится, когда люди говорят с ними на их языке, туристам. Но это вот один сегмент работ. Это еще туристические компании, которые набирают также персонал, которые сидят, работают с компьютерами. Это была тоже одна из моих первых работ. Я работала в туристической компании. Многие люди работают на дому, ну, так скажем, кто-то что-то умеет делать, кто-то умеет делать красивыми ногти, кто-то парикмахер, кто-то делает педикюры, маникюры. Ну, в общем, разные такого рода работы, которые обслуживают людей, делают их красивыми, женщин. И, конечно, мы пойдем лучше к своим, которые знают и нашу структуру волос, и наши предпочтения, как европейки. И нам удобнее с ними общаться на своем же языке. Да, у меня есть знакомые певицы, которые работают в отелях. Певицы, скрипачки, пианистки. Они заключают контракты с отелями и работают в нескольких отелях. Работают по дням. Допустим, у них вот такие вот дни в неделю. Они приезжают в отель и поют. Получают очень хорошую зарплату, кстати. Есть такая профессия, как анимация. Очень много, ну, это в основном молодежь. Молодые студенты приезжают на лето зарабатывать. Они живут при отелях. Они, как правило, не замужние, не женатые. И живут при отелях и работают там. Фитнес, да, фитнес. Очень многие работают тоже в фитнесе. Есть здесь фитнес-клубы, куда тоже принимают иностранцев. И они работают с нашими иностранцами. Но египтяне, кстати, тоже пользуются услугами, потому что им нравится, когда им преподает иностранка. Есть еще йоги. Да, я ходила сама на йогу, где у нас преподавала наша же землячка. И она очень хорошо преподавала эту йогу. Есть много, даже несколько студий. И студия танцев тоже, которая набирала детишек. И дети танцевали, выступали. Массаж, да, массаж. А врачи? И врачей, очень много врачей. Здесь я знаю лично очень многих врачей. И гинекологи, и стоматологи, и терапевты, и окулисты, и пластические хирурги. Очень много врачей. Им, конечно, труднее подтвердить свои дипломы, потому что здесь такая процедура очень строгая. И они... Я просто, понимаешь, они вышли в эфир, они так любят. Повернитесь сзади. Да? Повернитесь. Ага. Им же святое дело. Сразу, да. Очень многие женщины пользуются услугами вот индустрии красоты. Наращивание ресниц пользуется очень большим спросом. Солнце, море, люди хотят плавать, не хотят краситься, хотят вот приклеить ресницы и ходить уже с такими вот красивыми пышными ресницами. Я даже несколько раз приклеивала себе ресницы, ходила вот, это такая большая, огромная процедура, такая, 3 часа лежишь, и тебя вот это вот приклеивают, каждую ресничку или 2 реснички к одной ресничке. Ну, это, конечно, вот такое занимает время, но хватает этого на месяц. Потом нужно делать коррекцию. Ну, если ты не желаешь, чтобы у тебя отпадали там по частям, нужно делать коррекцию. И многие делают вот эту коррекцию. Вот я один раз сделала, когда первый раз я приклеила себе ресницы, я пришла домой.
Ну, думаю, сейчас мой муж посмотрит, заметит, как отреагирует, как-то он обрадуется или что. Он, когда я зашла домой, он говорит: Ира, ты что наделала? Я говорю: как? А что я наделала? Что я сделала? Он говорит: ты приклеила черные ресницы. Я говорю: так а какие они должны быть? Он говорит: ну ты же белая, тебе надо было белые ресницы приклеить. Я так смеялась, я не могла остановиться. Просто вот египетские мужчины, они вообще, мне кажется, вот не понимают, для чего мы это все делаем. Для них и так все красиво. Белые ресницы это придают особый шарм тебе какой-то. Очень популярно было, сейчас уже не так популярно, но вот увеличивает губы, там какие-то уколы красоты, массаж лица. Ну, здесь очень как бы это распространено, потому что тут солнце, кожа, может быть, приобретает, может, не тот цвет. И делают вот эти вот уколы. Наши же девочки делают, у них есть какие-то свои дипломы тоже. Ну, у кого-то, может, нету, но им просто нравится это делать. Но тут уже сами себе выбирают, кому ходить, кому не ходить, делать или не делать. Ботоксы тоже, но здесь есть много и своих клиник, ну и наши тоже клиники. Еще очень распространены здесь вот эти кулинарии, потому что, поскольку мы здесь живем в Египте, многие скучают по своим продуктам, ну, по каким-то не обязательно своим, может быть, корейские салаты, может быть, какие-то восточные кухни, суши. И есть люди, которые этим занимаются. Я знаю очень многих девочек, которые этим занимаются, делают пельмени, вареники. И одна мне сказала, я спросила: почему ты этим занимаешься? Ты же скрипачка. А она говорит: ой, ты не представляешь, как я люблю лепить эти пельмени. Мне это вот настолько нравится. А скрипка, ну вот я заключила контракт с отелями. Езжу несколько раз в неделю, а остальное время я занимаюсь вот этими пельменями, варениками. И делает очень вкусно. Я вот у многих пробовала, ну я не часто, конечно, покупаю, в основном сыну эти пельмени покупаю. У меня сын, кстати, очень полюбил русскую кухню. Потому что я пробовала несколько раз делать и мужу что-то борщ, какую-то окрошку. Ну, борщ для него это суп из каркаде, он это не понимает. Он говорит: это что, это опять суп из каркаде? Окрошка это вообще салат в каком-то квасе, это что, это так не делается. Ну, а сын очень любит. Сын очень любит и окрошку, любит и пельмени, и борщ. Ну, вот ему передалась вот эта вот любовь к моим салатам. Оливье он очень любит. И часто просит меня: мама, а вот сделай вот этот салат, или вот этот салат, или селедку под шубой. Муж попробовал селедку под шубой, он вообще был в каком-то гастрономическом шоке, потому что он сказал: это вот эти продукты не сочетаются. Свекла и селедка, это вообще, это что это такое? Ну, в общем, сын и я были довольны, папа не стал кушать. Вот. Ну, а так можно это все заказать. Можно прийти в кулинарию, кулинарии разные есть, их много. Можно найти в интернете, можно найти в Фейсбуке и заказать себе на дом придут, или можно прийти куда-то, договориться о встрече. Это недорого. Ну, те, кто работает, им очень удобно, когда кто-то им готовит. Даже некоторым своим гостям я рекомендую кого-то, если им не хочется самим готовить, или не хочется идти, или хочется попробовать русскую кухню, я им предлагаю, они пользуются. Еще пользуются спросом уборки квартир. Поскольку здесь вот строительство идет полным ходом, здесь люди покупают себе недвижимость, кто-то сдает квартиры в аренду. Конечно, эти квартиры нужно убирать или после ремонта, или после строительства, или просто люди уезжают на 2 месяца, на 3 месяца, они приехали, конечно, там все пыльно, им нужно прибраться, но самим, может быть, кому-то трудно. И вызывают людей, которые занимаются этим профессионально. Потому что здесь есть очень много таких интересных лайфхаков в Египте. Я, кстати, узнала, потому что сама занимаюсь этими уборками, поскольку мы сдаем тоже квартиру в аренду. Есть такие интересные вещи, которые убирают жир за 1 секунду, которые убирают даже грязь из вот этих вот щелей между плитками. Просто вот один раз ты налил, потер щеточкой, у тебя белые белоснежные швы. Я многих вещей не знала.
когда приехала сюда. Но здесь невероятно много вот этих вещей, и они стоят просто вот копейки. Просто копейки. Но только нужно это все знать. Конечно, те люди, которые профессионально занимаются уборкой, они все эти знают. Они знают, какие тряпочки для чего, какие для стекол, какие для зеркал, какие для пола, какие для мытья раковины и так далее. Ну, нужна профессиональная хватка. Вот они уже тут Да, они моют. сюда пришли. Покажем, мои дорогие подписчики, чтобы вы понимали, что такое египетские мужчины. Мы начали работу, да? Да, и они сразу набежали, сразу нужно было им помыть стекла возле нас, помыть все зеркала. Все, они уже увидели, что мы их заметили, и убежали. Еще здесь в Египте есть такая интересная особенность, что в магазинах очень трудно найти одежду, которая подходит нам, европейцам. Если вы зайдете в обычный египетский магазин, вы увидите такие вот галапеи, абайи, ну вот то, что мы не носим. Ну, мы не привыкли носить такие вещи, поэтому, конечно, многим женщинам, девушкам нужно пошить какое-то платьице, пошить какой-то сарафанчик или еще что-то. Конечно, здесь очень много профессионалов своего дела, швей, которые очень быстро, хорошо это сделают, и здесь много тканей можно купить, поэтому можно и выбрать. Многие шьют постельное белье, потому что тоже постельное белье, вот египетское, оно такое вот немножко аляпистое, очень яркое, но они любят такое. Если нам хочется какие-нибудь спокойные тона, то я вот, например, заказываю из Каира. Или здесь еще сейчас появились некоторые компании, которые занимаются пошивом постельного белья. Многие еще занимаются передержкой животных или выгулом собак. Потому что вот здесь не найдется, наверное, ни одной семьи, но может быть мало, у кого нет ни или кошек, или собак, у кого-то там по нескольку сразу. И многие уезжают туда-сюда, ездят на свою родину и оставляют друг другу. Конечно, надо заботиться о кошечках, собачках. Ну, кто-то это умеет делать, и кто-то этим занимается с удовольствием. Опять же, нужны профессионалы. Мне еще нравится, вот здесь нет почти парикмахерских для женщин. Ну, мне это не нравится, но как бы я это заметила. Почему? Они, конечно, есть, но просто они настолько специфические, потому что волосы у египтянок совсем другие. И они не всегда смогут справиться с нашими волосами, потому что структура волос, там, допустим, покраска, это нужно делать совсем по-другому, не так, как для них. Поэтому, конечно, мы не пользуемся местными парикмахерскими, мы пользуемся только нашими парикмахерскими. А мужчины, вот я очень хочу отметить, здесь просто невероятно талантливые парикмахеры-мужчины. Вы не представляете, что они там только вытворяют. У них просто золотые руки. Они работают быстро, они не пользуются почти никакими машинками, они работают только руками. Они делают настолько красивые прически мужские. И даже я один раз увидела, у меня муж ушел в парикмахерскую, и я думаю, почему он так долго, что он так долго делает. И проходила просто мимо этой парикмахерской, смотрю, у него какая-то маска уже на лице, ему там уже выщипывают волоски этой ниткой, ему там что-то там подравнивают. Потом назад иду, у него уже этой маски белой нет, у него уже какая-то черная маска. Я так удивилась, я говорю, это что это? Ты 1,5 часа вот этим занимался, там те маски какие-то делают. А я как ногти пойду, 2 часа, он говорит, почему ты 2 часа ногти делала? А я говорю, а ты сколько сидишь в своей парикмахерской? Бороду он тоже дома не бреет, только ходит в парикмахерскую. Они там подравнивают, подрезают, что-то там равняют, вот эти волоски остальные выщипывают вот этими ниточками. Настолько большие профессионалы, я очень удивляюсь. И арабские мужчины, я заметила, и вот каждый, даже будь он дворник, сантехник или просто какой-то вот обычный работяга, у него всегда идеальная причесочка, у него всегда идеальный вот волосочек к волосочку стрижка. Вот они очень любят этим заниматься и всегда делают маску.
всегда им делают маски или выщипывают вот эти вот волоски ниткой. Но это целое искусство. Это, конечно, трудно этому научиться. Ну вот я еще хочу сказать, что когда я работала, вот я, наверное, уже перечислила почти все профессии. Если... А няни, да, еще няни. Конечно, у многих тут есть дети. И когда дети еще маленькие, конечно, приходит няня или живет няня в доме. Очень многие женщины работают. Знаешь, даже вот женщина, одна певица, она уже работает. И, конечно, ей нужна няня сидеть с ее ребенком, пока она... Домработницы вы сказали, да? Да, домработницы нет, мы не сказали. Наверное, няни и домработницы, это, наверное, вместе даже они могут быть, потому что она и за детьми следит, и с детьми гуляет, потому что садиков здесь немного. Здесь есть, кстати, детские сады для иностранцев, и туда отводят детей, но там с какого-то возраста, сильно маленьких детей не отводят, поэтому, конечно, маме надо куда-то отлучиться, может быть, сходить по магазинам или на работу, или несколько у нее детей. Конечно, няня выручает очень сильно. Я помню сама, когда сидела, целый год я сидела с ребенком, год не работала, и когда у меня появилась няня, ой, это было просто для меня это было настолько большим облегчением, потому что это очень сложно сидеть с ребенком дома, не выходя из дома. Потом я через месяцев 7 уже начала искать себе работу, поэтому няня сидела, пока я ходила, искала, потом я пошла на работу, ну, потом мы уже отдали его в детский сад. В детский сад он у нас ходил, в египетский детский сад. Еще, кстати, вот в садах работают наши женщины, очень многие в детских садах, у которых даже у самих один и несколько ребенка, они работают сами в детских садах. Есть очень профессиональные люди, которые работают в детских садах и также занимаются обучением детей. Учат русский алфавит, учат математику, ну вот что-то такое, русскоязычные сады. И есть еще многие работают в школах. Здесь несколько русских школ, даже я думаю, что много русских школ, где работают наши русские учителя. И дети обучаются полностью по нашей программе. И из Каира сюда приезжают для экзаменов преподаватели. И они сдают им экзамены. Ну, разные предметы преподают. Историю, математику. Я сама знаю лично нескольких учителей. Обычно это для школы снимают виллу и там организовывают вот эту школу. Очень многие люди, учителя, несмотря на то, что они даже в школе преподают, но еще и на дому занимаются репетиторством, готовят детей к экзаменам. Например, когда мой сын уже подрос, он не ходил в русскую школу, он ходил уже в языковую школу, на английском языке он учился, это египетская школа. Но мне очень хотелось, чтобы он мог писать, читать на русском языке. И я на несколько месяцев его отдавала в русскую школу. И также с ним занимался репетитор русского языка, литературы. Ну, таким образом он научился писать, читать. Это очень удобно, потому что не обязательно отдавать детей на полное обучение, а достаточно вот несколько месяцев позаниматься с ребенком, чтобы обучить его писать или читать на русском языке. Есть еще у нас такой вид работ, очень интересный здесь, в Египте. Очень многие снимаются в фильмах, иностранцы. Вот, допустим, у тебя есть группа в WhatsApp, и там пишут, нужно столько-то человек с такого-то возраста для съемок в фильме таком-то. Или для съемок фильма в Каире, для съемок в фильме в Луксоре, или в Александрии, или в Хургаде. И очень многие мои знакомые, друзья, они снимались в фильмах. Допустим, уезжают в Каир, и неделю там снимаются в каком-то из фильмов. Во-первых, это очень интересно, это расширяет кругозор, кто из нас, вот из простых людей, когда снимался в фильме. А тут
Просто потому, что ты иностранец. А иностранцы в египетских фильмах появляются очень часто. Их наряжают в какие-то формы, в какие-то турецкие формы, в какие-то костюмы, такие интересные, исторические даже эти фильмы бывают. Или просто иностранцы в каком-то отеле ходят, гуляют, у них там какие-то анимации, что они там танцуют или еще что-то, или просто мелькают в кадре. И этим зарабатывают деньги. Или какая-то реклама. Очень часто в рекламах снимаются. Допустим, я помню, у нас в Луксор очень многие ездили, снимали рекламы круизов по Нилу. И они ездили в этот круиз по Нилу и снимались там в этих рекламах. На всех этих исторических местах, Луксорский храм, храм Карнак, они ходили группами, им там проводили экскурсии. Вот таким образом они снимались в рекламах. Еще вот я что хочу сказать, что очень многие находят здесь свою нишу, какую-то вот, которую только они одни умеют делать. Даже я помню, один бизнесмен приезжал, он занялся малыми архитектурными формами. Он здесь устроил завод, ему правительство дало завод. И он занимался изготовлением малых архитектурных форм. Я даже подумала, вот так я вспомнила одну притчу, когда 2 человек послали в Африку. У них было обувное производство, и они послали их в Африку расширять обувное свое производство. И, значит, одного послали и второго послали. Один приехал и пишет назад туда, к себе: «Не, наше производство здесь не пойдет, потому что здесь все ходят босиком, никто не носит обувь, мы просто прогорим здесь». Второй пишет: «Вы представляете, это целый клондайк, здесь ни у кого нет обуви, все ходят босиком, у нас просто море работы». То есть свое отношение, допустим, каждого у этих 2 людей было по-разному отношение, разный настрой. Один сказал: «Нет, ничего не пойдет, они не носят даже обувь». Второй сказал: «Да, они не носят обувь, мы их снабдим этой обувью, они будут носить». Поэтому здесь вот в Египте, вот как ты пришел, допустим, нашел что-то свое, а здесь этого нет. Но нашел что-то свое, придумал сам, или это твое, и ты сюда это привнес. И это с любовью внедрил сюда. И такие люди очень успешны в этих вопросах. Разные, совершенно, это могут быть совершенно разные вещи. Ну вот как вот с этими архитектурными малыми формами. Здесь ни урн, ни скамеечек, ничего нету. Можно всем этим заняться, и можно очень много здесь чего придумать, чего здесь нет. Еще очень многие работают в модельном бизнесе. Очень многие девушки рекламируют какую-то одежду, рекламируют какие-то отели, рекламируют круизы. Очень часто набирают хостес, которые приглашают гостей, официантки, которые работают в каких-то хороших ресторанах. Очень часто, когда у них какие-то презентации, и им важно, чтобы присутствовали иностранцы, они целые группы людей привозят, оплачивают им вот эти вот визиты, и они играют роль массовки, что какие-то вот серьезные презентации, что и иностранцы тоже здесь присутствуют, что им это тоже интересно, это тоже здесь оплачивается. Даже египтян иногда, хотя вот русские чаще всего работают, но египтян тоже иногда приглашают на какие-то роли. Как-то тоже моего мужа тоже пригласили играть роль повара. Его одели ему такой вот белый костюм, колпак, и он ходил 3 дня, снимали здесь сериал в Хилтон Плаза, и он играл там роль повара. Ходил, уходил, там что-то им готовил. Ну, хотя он вообще далек от этого, но, по крайней мере, вот тоже сыграл такую роль. Прочитала я, вот, что нужны египтяне именно вот в этой же группе, где набирают массовку иностранцев для съемок в кино. Детей часто тоже берут. Тоже сын у меня ездил сниматься в кино. Но это, конечно, труд тяжелый, потому что целый день ты не знаешь, ты понадобишься или не понадобишься. Сидят артисты, известные артисты, они там между собой разговаривают. А наши ходят там где-то на заднем фоне. Иногда может понадобиться, может не понадобиться. Иногда вот мне рассказывали, могут даже вместо артиста нашего
взять человека, который вполне сыграет его роль за гораздо меньшую оплату. Почти все вам работы рассказали. Если вам ни одна из этих работ не подошла, вы можете просто выйти замуж на месяц, там, на 2, кому сколько нравится. И, пожалуйста, живите за счет этих мужчин. Ну, в общем, мы показали, что женщинам тут непочатый край работы. Просто вот очень много разных профессий и работ, которые могут работать женщины. Для мужчин круг резко сужается в Египте. Здесь практически нет никаких работ для мужчин. Они могут либо со своей работой приехать уже онлайн, либо работать здесь в строительстве, ремонты, муж на час, потому что здесь очень много женщин, им надо какого-то, может быть, русскоговорящего, кому объяснить, где забить, где просверлить, где что повесить, шторочки повесить, или там какие-то мелкие работы по дому, может быть, починить сантехнику, может быть, прикрутить там дверцу в кухне или там где-то в шкафу, или починить кондиционер, обслуживание кондиционеров. Это тоже очень востребованная профессия здесь, обслуживание кондиционеров, потому что когда лето, все заняты кондиционерщики, и нужно кому-то этим заниматься. Ну вот я для себя скажу, что когда мне нужно какие-то сделать мелкие работы, я предпочту все-таки египтян, которые знают, где купить какие материалы, где купить вот эти вот шурупы или там гвозди, потому что один раз мне один русский помогал, так мне пришлось ему бегать по всем этим магазинам, искать то, что ему нужно. У египтянина уже все есть, у него уже готовый, у него есть своя лестница, у него есть все эти его инструменты, он знает, где что купить, где что достать, мне не нужно никуда бегать, мне не нужно его никому ничего объяснять на руках, он все знает, я ему говорю, вот мне нужно починить вот это, а он уже сам все делает. Ну, как бы так, поэтому вот мужчины, вот в кино сниматься, мужчин просто вот мужчины на расхват, потому что здесь их мало, а иностранцы мужчины нужны для съемок в кино. Хургада – это настолько разрастающийся город, что вот строительство здесь ведется бесконечно и постоянно. Только заканчивается один дом, строится другой, третий, четвертый. Хургада разрастается уже почти до Эль-Гуны скоро дойдет. Поэтому, пожалуйста, работы здесь непочатый край. Так что приезжайте, всем работы хватит. Все найдете себе то, что вам нравится. Ну что ж, на сегодня все. А я напомню вам, что при покупке недвижимости своим покупателям я возвращаю кэшбэк, который зависит от потраченной суммы. А это очень часто хорошие деньги. Все координаты я оставлю под видео, пишите, звоните, и я помогу вам осуществить вашу мечту – приобрести недвижимость на берегу Красного моря. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Пока-пока!